Пипец кисло. Стал бы я это пить каждый день? Нет. Чем-то на мугалдин похож. Да я нахваталась от калмыков. Бывает такое, что спорите с казахами, чей беш? Вкусный, но странно вкусный. Это моя любимая, да? Но я слышал то, что если его переесть, то можно отравиться. Блин, кыргызы зажрались. Прекрасно пахнет. Каменный. Пахнет странно. Печенье из стакана? 10 из 10. Они напоминают вкус детства. Пипец кисло. Это получается у нас был КМС, да? Да. Кисленько. Не, это вкусно, у нас тоже есть КМС. Бывает ощущение, что когда кымыс пьешь, там есть привкус мяса. Не, У меня такого каждый раз нет. такое. Привкус сыра. Ну и привкус брынзы, да, тоже. Мне показалось то, что наш, например, кымыс, вот именно саха, он такой более, наверное, мягче, что ли. Ну, а так хорошо. кымыс я люблю. Да, 10 из 10. Пипец кисло. Пахнет куртом. Да. Очень кисло. Ой, что-то вообще прям реально очень кисло. Неудивительно, что он популярен во всем мире. Ну, в плане, ты один раз попробуешь, ты никогда не забудешь этот вкус. Я бы это пила летом совершенно точно, охлажденным, в жару. Мне нравится. Ну, в целом норм. Но нет, что-то прям... Не, нормально, вкусно. Это болвы. Да. Борсок. Барсок. Барсок. Похоже на болвы. Сейчас бы еще сгущеночку. Или Как шуландо. зоухэ, каймак. Да. Кстати, вот мне когда вот впервые приносили каймак, говорили, попробуй каймак. А я думаю, ну это же вот как у нас сметана из сепаратора в деревне Зоухэ, типа. Я-то думал, там что-то такое будет, а это такое просто. Но оно все равно вкусное. Ну да, вкусное, но знакомое, родное оказалось, а я рассчитывал на что-то другое, чего я не пробовал. С барсоками также было. Я-то думал, ну что-то тоже интересное для меня. Это оказалось вот как бурятские бовы. Да, только Это форма другой. Форма другая, но тесто то же самое и точно так же Да. делается. В общем, круто. Очень вкусно. Я обычно ем барсаки вместе с хаймаком. Вот это мне напоминает прямо как якутские лепешки же берешь. Да, как из детства. Прямо Ну как вообще, из детства. в Казахстане баурсаки, они как плотно вошли в мой рацион. То есть баурсаки, они всегда есть, постоянно. Я их ем, я их люблю. Они напоминают вкус детства. Есть такое. Да. Ну что, Надя, мы пробуем с тобой борсоки. Хотя мне все время хочется сказать борцки. Мне очень хочется сказать борсак. А, это я нахваталась от Нахваталась, калмыков. да. Да, борсок, конечно, что это я. Ужас. Вкусно, очень похоже на борзок. Очень похоже на борзак. Тот борзак, который я ела дома, он бывает двух видов. То есть бывает вот такой, Бывает потверже. бывает потверже, Поплотнее сухой, как-то. из пресного теста. И они хрустящие, как, да, как форест. Классно, Очень вкусные вкусно, и отличная еда. знакомые по-домашнему. И вот вообще непривычный Я жду напиток. твою реакцию. Чем-то на мугалдин похож. Да, будто лекарство. Стал бы я это пить каждый день? Нет. Я тоже Да. не. Очень непривычно. Очень непривычно. Но, типа, попробовать там один раз, два раза так, можно. Неплохо. А это Максим, и я выпью, наверное, весь стакан, потому что я его недавно попробовала, и это было ужасно вкусно, потому что оно из Талгана. Все из Талгана, на мой взгляд, супер вкусное.
Я уже тоже пробовала Максим. Это был один из моих таких пунктов, когда я приехала в Бишкек. Обязательно попробовать Максим, потому что я о нем слышала. Как это вкусно. И вот Максим из-за своей толганскости, он прям прекрасен. Вот это я бы летом точно, совершенно точно все время бы пила. Как напиток для меня это, наверное, слишком сытно. То есть это больше для меня перекус, чем напиток. Вот. Прекрасный напиток. Как будто бы немножко градусов есть. Ну да, забродившая же. Отличный перекус. Бузус, облепиха тема. Посел нам обзавидуется. Теперь мы пробуем напиток Бозо. Он с облепихой. Вроде как, ну, пахнет очень Приятно, сладко, да. приятно. А вкус тоже приятный. Но тоже непривычно, потому что у нас мы ничего не смешиваем, просто У нас, молоко и молоко, да. как есть, такие. Чуть-чуть перестояла, только мы. Мгм, мгм. Как йогурт, да? Да, типа как йогурт. Пахнет шикарно, очень облепихово прям вообще. Он сладкий, но у него такой странный вкус, да? Вкусный, но странно вкусный. Мне кажется, как будто здесь есть немножко нотки толгана. Это моя любимая, да? Можно мы каждый день будем сниматься? Да. Да-то я люблю. Да. Это оно. Я, кстати, думаю, почему не делают плов с кониной? Конечно, вкусно. Ну да. Это тоже для меня большой секрет. Почему не делают плов с кониной? Пловом бы я каждый день питался. Я иногда не ем плов, мне плохо становится. Синдром отмены. У меня то же самое, только самсой тангырный. Часто хвастаюсь, сколько я раз в день плов ем. Это правда. Потому что я дома сижу, он где-то там работает, плов хавает, возвращается Да. домой и хвастается. Да. А еще, если бы, да, плов приготовил, я такой, блин, круто. Ну, кстати, я сносный плов готовлю. Ну, Я готов каждый день сниматься в подкасте, если будет каждый день будет вот это. Заказышку, вот, что угодно. Кстати, увидел козы, вспомнил про беж. У вас, вы, например, бывает такое, что спорите с казахами, чей беж? Да. Часто? блин, развалилось. Куда? Ну, выглядит Самый, очень классно, да? Самый аппетитный кусок. Сори. М. Вообще, я бы это каждый день ел. 100 из 10, наверное. Я люблю мясо поесть, поэтому тут твердая десятка. Потрясающе. Мясо очень вкусное, очень жирное, как я люблю. У нас же такого нет, да? Нет, нет, я не встречала. Ну вот я ем, и для меня это такой знакомый обычный вкус. Знаешь, как будто бы я такое в детстве всегда ела. А, кстати, я слышала, что тувинская кухня самая жирная. Она жирная. Интересно, насколько кыргызская кухня, например, жирнее. Ну вот это вот, мне кажется, это достойно жирности тувинской кухни. Всем счет. Кстати, с борсиками хорошо заходит. То есть все будут смотреть, как мы едим, и, наверное, им будет реально очень хотеться это съесть тоже. Урюк, чернослив и грецкие орехи. Но только у нас это все не растет, а продается. Я, наверное, с грецкого ореха начну. Мгм. В целом, я люблю грецкие орехи. Но я слышал то, что если его переесть, то можно отравиться. Ну, это вкусно, питательно, знакомо. Вообще центральным азиатам повезло, Мгм. потому что у них все это растет, у них все это есть, и они могут это потреблять, когда захотят. Мгм. А нам же, северным, приходится
чуть-чуть побороться, помучиться, чтобы получить. Ну, угощайся. Грецкие орехи, как всегда, очень вкусные. Ну, а мне кажется, обычные орехи как орехи. Чернослив очень вкусно, кстати. Очень вкусно чернослив. Урюк — это то, что я раньше видела, но никогда не хотела купить и попробовать. На вкус практически как обычная курага. Ну, вкусно, но ничего тоже особенного. Это я обожаю. Спасибо, накормили, наелся. Кстати, этим летом дико кайфовал с того, что мог просто ходить по городу и фрукты с дерева срывать. Смотрел, там персики под ногами валяются, думаю, блин, кыргызы зажрались. Просто у нас на максимум черемуха растет в конце лета. Так, курут, сушеное мясо яка, конфетки с толканом и печеньки тоже из него, да? Давай пробуем с курута. Курут я уже пробовала, но я пробовала его в Казахстане. Прекрасно пахнет. Смотри, он как будто каменный. Если его, кстати, сначала посать, он мягче становится. Мгм. Курут как курут, да? Как тюменский курут. Очень твердый, мне нравится, когда он помягче. Но курут — это очень вкусно, я его ем постоянно. По-моему, очень похож на тюменский курут. Нравится курут тем, что можно иногда идти по улице голодный, закинулся и как будто уже не так сильно Вот это- голодный. Не особо соленый. Прикольно. Да? Я немножко с опасением иду к сушеному мясу яка, не потому что оно яка, а потому что я не очень люблю сушеное мясо, но я попробую. Пахнет странно. Мне не очень нравится. Прям пахнет. Мне не нравится. Я не чувствую ничего специфического. То есть мне кажется, это обычное сушеное мясо. Прикинь, какой як большой, какой он сейчас сушеный маленький. Да? Не, если воды добавить, то он станет большим. Ты еще думаешь, он как доширак работает? Наверное, можно в поход брать такие штуки. И пока идешь с рюкзаком жевать. Так, теперь сладкое наконец-то. Я очень хочу такие печеньки, ой, такие конфетки. Мне кажется, я куплю их и буду их есть потом дома. А это, кстати, со вкусом ореха. А у тебя? Какао. Шикарно. Вообще великолепно. Очень вкусный шоколад. Очень вкусные конфеты. Давай поменяем. Толкан. У меня с орехом. Я чувствую, как будто сухофрукты, хотя их там вроде бы нет. Не знаю, но в этом орешке это очень вкусно. Вообще великолепные конфеты, но куплю их очень много. Печенье из толкана. Новые для меня. Просто вкусно, очень вкусное Вкусное печенье. печенье, да. Я не чувствую какого-то яркого вкуса толкана, Да, я тоже. но это вкусно. Мне кажется, это абсолютно точно. Вот это печенье, оно очень приятное, рыхлое, легко жуется и вкус очень классный. Мне кажется, это стоит популяризировать примерно так же, как шаро. Где, кроме Кыргызстана, можно поесть конфету, чтобы в начинке была мука, и это было вкусно? Да? Надо запомнить эти конфеты. Интересно. Очень вкусно, я бы это ела постоянно. С чаем и кофе это прям, наверное, самое то. Ну, это тоже вкусно. Мне вот эти конфетки больше понравились. Мне больше печеньки нравятся. Кыргызская кухня мне нравится тем, что она очень сильно напоминает дом, местами очень сильно похожа на бурятскую кухню, но при этом она достаточно сильно и отличается, есть много своего. Казалось бы, там бузы похожи на манты, да, но это разные блюда все равно. Можно сказать, что лагман и цуйван похожи, но нет, но это все равно тоже разное. Тоже касается и беша. Беш, вот, именно вот кыргызский беш похож на бурятский шулен. Казахский нет, там, потому что вот тесто другое. Там вот такая тонкая домашняя лапша, и как будто это похоже на шулен, но все равно как-то немного отличается. И, в общем, безумно люблю кыргызскую кухню за эти ощущения, которые мне дарят, и за огромные порции, которые накладывают в ашкане. Не говорим столовые, мы говорим ашкана. Еще круто то, что очень, вообще кочевая еда. В общем, они маленькие, компактные, их можно везде с собой брать и точить, и никогда голодным не останешься. То есть не надо вот этих вот снеков ваших, вот Да, чипсов, да. да, вот.
Зачем, если вот это вот намного питательнее и вкуснее? Все говорят то, что в Кыргызстане, куда бы ты ни зашел поесть, будет везде вкусно. Я с этим соглашусь. Ну так и есть. Да, это Все правда. тут вес Это полная набирают в правда. первое время. Когда мне так сказали, я подумал, ну, правда, прям везде. Но оказалось так, да. Это правда. Тут очень вкусно готовят. Ну, я человек вообще не привередливый, я могу все кушать. Я люблю кушать. Вот. И, в принципе, кухня мне очень сильно нравится, кыргызская, потому что она похожа на нашу якутскую. Но с тем различием, то, что здесь больше сушеного, больше растительности, у нас все замороженное. Я вообще здесь ни разу в KFC не заходил, вообще не чувствую в этом потребности. Прохожу мимо и смотрю, что там есть очередь, думаю, вы чё? Там же самса рядом, тандырная делается. Да. А, кстати, да, тандырная самса, то, чего нет у нас. Да, вообще в Бурятии ни разу не видел тандырную самсу. Тандырную самсу я прям люблю. М.